Так, встаем на коленочки и начинаем вырезать вот такие вот. И смотрите, вот так вот я рассыпаю. Обработка растений проводится в сухую безветренную погоду. Добрейшего вам денечка, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. В этом видео будем обрезать крыжовник. Также мы его сегодня подкормим и обработаем от болезней. Нахожусь я в Московской области. И сейчас ноябрь, самое лучшее время для того, чтобы заняться обрезкой не только крыжовника, но и других кустарников, таких как смородина, красная, белая, черная, малина, ежевика, виноград. Все это требует осенней обрезки. Но сегодня будем обрезать крыжовник, хотя я уже снимал видео про обрезку данной культуры, но все равно вопросов остается очень много. Сегодня я постараюсь все очень подробно и наглядно показать. Будем обрезать вот такой вот кустик крыжовника. Он уже достаточно старый, ему порядка 7 лет. Покажу, что оставить, что нужно удалить. Крыжовника у меня всегда очень много. Собираем большое количество урожая, и ягода всегда крупная. Основным правилом обрезки должна быть периодичность. Это, конечно, ее нужно проводить ежегодно. Ну и понимать, что оставить, а что нужно удалить, для того, чтобы ягода действительно была очень крупная. Потому что вот многие часто также жалуются, что посадили крыжовник, а ягода такая мелкая, что там даже собирать неинтересно. У меня ягода все время очень крупная. Это сорт малахит. Он сам по себе является достаточно крупноплодным сортом крыжовника. Не самый ранний, он примерно средних сроков созревания, но тем не менее отличается такой достаточно хорошей, крупной и сладкой ягодой. Цвет у ягоды зеленый, но я его в принципе показывал в одном из своих видео. Вы можете его посмотреть, как выглядит ягода данного сорта. Итак, сейчас приступим к обрезке, а перед этим я вам покажу, что у вас обязательно должен быть хороший секатор. Секатор должен быть достаточно мощный. Если у вас секатор маленький, слабенький, то желательно, конечно, иметь еще сучкорез, потому что особенно при обрезке старых крыжовников, старых по возрасту, там могут быть достаточно толстые стебли, которые простым секатором будет сложно срезать. Также я вам рекомендую обязательно защитить руки вот такими прорезиненными перчатками, потому что большинство сортов крыжовника имеют достаточно серьезные колючки. Кстати, вот о колючках многие пишут мне, что есть такие сорта, на которых их очень мало, либо они вообще практически отсутствуют. Да, есть сорта крыжовника мало шипованные, есть даже практически совсем бесшипые, но вот по моему опыту наиболее сладкая, вкусная ягода почему-то у сортов, на которых вот достаточно серьезные колючки. Поэтому я выращивал в том числе и бесшипые абсолютно сорта крыжовника, от которых в дальнейшем пришлось отказаться, по той причине, что абсолютно вот на мой вкус совершенно безвкусная пресная ягода. Сейчас я остановился на тех сортах, которые обладают, на мой взгляд, наиболее насыщенным вкусом, такие как малахит, сливовый, уральский виноград, родник. И еще в этом году я посадил сорт консул. Но на нем пока ягод не было, но по отзывам достаточно хороший сорт крыжовника. Так, вот такой достаточно большой куст крыжовника у меня растет, сорт малахит, как я вам уже говорил. Обязательно требуется ему опора. Кстати, вот кому интересно, смотрите, показываю вам, какая у меня опора у крыжовника. Как сделать такую опору, у меня есть отдельное видео, вы можете его посмотреть. Итак, обрезку крыжовника я обычно начинаю с осмотра нижней части куста. Вырезаем все лишние слабые сухие побеги, которые растут из земли у основания куста. Сейчас покажу вам, как это правильно сделать. Так, встаем на коленочки и начинаем вырезать вот такие вот однолетние побеги. Смотрите, вырезаем их как можно ближе к земле, но при этом мы можем оставить наиболее сильно развитые такие побеги для того, чтобы они в дальнейшем заменили и послужили побегами замещения для старых стеблей. У меня стебли обновляются регулярно, поэтому они еще
не такие старые, но все равно я думаю, что оставлю один, например, вот этот вертикально смотрящий побег, для того, чтобы в дальнейшем какой-либо из вот этих побегов заменить. Всего стеблей в кусту я рекомендую оставлять не более 7 штук. Оптимальный вариант, конечно, 5, но бывает чуть больше, бывает чуть меньше, в зависимости от силы роста и развития вашего растения. Побеги у крыжовника старые плодоносят достаточно долго, бывает 5-7 лет и даже более, остаются в хорошем состоянии. Смотрите, чтобы на них не было никаких пятен, лишайников, каких-то проявлений болезней, не было сильного почернения. Они должны быть вот такого коричневого цвета, серого цвета, коричневого цвета. Это говорит о том, что эти побеги хорошие, здоровые и еще послужат. Поэтому все вот эту вот поросль я удалю, за исключением одного сильного побега. Вот смотрите, удалил я всю лишнюю поросль, оставил вот один молодой побег. Здесь вот рядом растет прошлогодний побег, который я также оставил. Вот он, видно, что он молодой. Теперь постепенно переходим к осмотру средней части кроны куста. Я убираю все сухие, слабые, тонкие побеги, а также побеги, которые растут в центр куста. Они загущают куст, и это способствует тому, что в летний период могут возникнуть вспышки болезней, таких как, допустим, мучнистая роса. Наверное, многие слышали об этом заболевании, которое поражает крыжовник. Но в том случае, если вы выращиваете устойчивые к мучнистой росе сорта крыжовника и регулярно, ежегодно его обрезаете, в этом случае растение практически не болеет. Либо помогает 1-2 профилактических обработки, которыми мы сегодня также займемся. Итак, удаляем сухие, поломанные веточки, а также веточки, которые смотрят в центр куста. Можно аккуратно вот так сверху заглянуть в центр куста. И вот видим, что, допустим, вот, смотрите, побег. Вот он растет в центр, его мы удалим. Вот также, смотрите, вот видно, да? Также мы побег удаляем. Таким образом у нас в центральной части куста улучшается проветривание, и есть место для того, чтобы здесь росло много ягоды, хорошо освещалось, проникали солнечные лучи в центральную часть куста. Таким образом повышается урожайность, ну и, конечно, размер ягод тоже вас в этом случае порадует. Вот такие побеги удаляем. После того, как вырезали в средней части куста лишние побеги, переходим на периферию. И здесь мы смотрим, ищем побеги, которые также подсохшие, поломанные, либо сильно отросшие и свисающие прямо до земли. Ну вот смотрите, вот, к примеру, вот этот побег, он совершенно не нужен, он смотрит вниз, поэтому я его обрежу. Слишком длинные побеги можно вот таким образом, смотрите, вот показываю вам, сейчас получше будет видно, вот видите, до сильной развилки я вот так укорочу, а вот этот вот продолжение этого побега смотрит вверх, его также можно макушечку укоротить, и получится вот такой прекрасный побег, который в следующем году обязательно даст хорошую крупную ягоду. Не бойтесь резать крыжовник, тем самым вы только стимулируете плодоношение. Я видел очень сильно загущенные сорта крыжовника, которые
практически растут без обрезки, они имеют неопрятный вид, как правило, часто заражаются мучнистой росой. Ягода мелкая, собирать ее сложно. Вот такой превращается в такой куст какой-то неухоженный зарослей, как нестриженный человек, который год не ходил в парикмахерскую. Вот примерно похож крыжовник в таком случае, без обрезки. Проходим по кругу кустик, подрезаем его, формируем. Здесь можно уже приложить какую-то определенную даже обрезку с целью декоративности, чтобы кустик смотрелся аккуратно, ровненько, имел красивую шаровидную округлую форму. Здесь уже можно включить фантазию. Вот таким образом все обрезается. Вот сейчас вам покажу побег, который также требует обрезки. От него толку никакого нет. Смотрите, он низко расположен, практически горизонтально. Если даже на нем будет ягода, то он будет вот так просто свисать до земли. Ягода будет портиться от того, что она будет в сырости находиться. Естественно, в нижней части куста. Проветривание неплохое, солнца мало. Вот это вот обрежу. Вот этот побег я также укорочу. Вот, смотрите, побег смотрит вниз. Абсолютно никакого в нем толку нету, только загущает и отнимает силы. Сейчас я пройду вот так по кругу куста. Все лишнее, на мой взгляд, то, что мешает развитию и плодоношению, обрежу. Вам покажу уже готовый вариант. Ну что ж, обрезка закончена. Вот такой получился аккуратный, красивый кустик с аккуратной шаровидной формой. Такую обрезку я еще называю обрезка на крупный урожай, на крупную ягоду. И должен вам сказать, это еще достаточно щадящая обрезка. Знаю, что крыжовники, которые выращивают в питомниках, в больших крупных фермерских хозяйствах, часто режут еще более коротко и более тщательно. У меня крыжовник обрезан, так скажем, средней степени обрезки, чтобы сохранить максимальное количество урожая ягоды. Такой способ подходит для большинства садоводов, которые выращивают крыжовник у себя на садовых участках или на дачах. Итак, крыжовник я обрезал, и следующим вторым этапом я вам расскажу и покажу, чем я подкармливаю крыжовник. Основной акцент в подкормках крыжовника я делаю, конечно, на фосфорно-калийные подкормки. Именно они в наибольшей степени влияют на размер и вкусовые качества ягоды. А вот с азотными подкормками я вам советую не очень увлекаться. Можно сделать весной одну азотную подкормку, и больше азота давать крыжовнику не нужно. Я видел в своей практике перекормленные азотом кусты крыжовника. Выглядят они, я вам скажу, не очень красиво и эстетично. Они, как правило, жируют, урожай в этом случае снижается, и крыжовник все силы пускает на выращивание таких длинных, мощных, жировых, жирующих побегов, которые идут от основания растения, от основания куста. И, естественно, это плохо сказывается на росте, на плодоношении, в первую очередь, крыжовника. И часто еще такие крыжовники, перекормленные азотом, страдают от мучнистой росы. Поэтому даже в весенний период я стараюсь все-таки по большей части применять комплексные удобрения, которые содержат в своем составе либо в равных долях 16, 16, 16 азот, фосфор, калий, либо азота немного меньше, но преобладает фосфорно-калийной подкормки. Осенью также можно применить, вот сейчас в ноябре можно применить осенний тип подкормки. Эти удобрения так и называются. Это минеральные удобрения осеннего типа, где маленькое количество азота, но повышенное содержание фосфора и калия. Ну и, конечно, хорошо бы, если в удобрениях будут микроэлементы.
Вот на взрослое такое растение я добавляю под кроной куста без заделки в грунт 2 столовых ложки. Сегодня я буду подкармливать не осенним удобрением, а обычным двойным суперфосфатом. Ну вот так вышло, что у меня осеннее удобрение ушло все на виноград, а сейчас нужно оперативно, пока хорошая погода, подкормить крыжовник. В этом случае можно использовать обычный либо просто суперфосфат, либо двойной суперфосфат, то, что у вас есть. Это будет также хорошая подкормка осеннего типа для крыжовника, не только для крыжовника, но, допустим, и для других кустарников, таких как смородина или малина. Двойной суперфосфат, как и другие минеральные удобрения, я храню вот в таких вот емкостях от средств для стирки, моющих средств. И вот смотрите, очень удобно. Насыпаю колпачок необходимое количество. Это тот объем удобрения, который нужен для подкормки взрослого куста крыжовника в осенний период. И смотрите, вот так вот я рассыпаю под кроной растения. Обратите внимание, в почву я удобрения не заделываю и не провожу никакого рыхления. После подкормки крыжовника растения желательно, конечно, обработать от болезней. Сейчас большинство современных сортов крыжовника устойчивы к мучнистой росе, и практически их можно даже и не обрабатывать. Они, конечно, бывает заболевают, но в такой легкой форме прихватывает их мучнистая роса. Но если ваш участок садовый находится в низинах, у вас часто бывают туманы, то, конечно, я рекомендую даже устойчивые к мучнистой росе современные сорта крыжовника обязательно обрабатывать хотя бы 2 раза в году профилактически от мучнистой росы. Потому что если мучнистая роса перекинется с листьев на ягоды в период плодоношения крыжовника, то тогда вы просто потеряете большое количество урожая, и это, конечно, будет разочарованием. Поэтому профилактически обрабатывайте крыжовники в весенний период и в осенний. В осенний период обработать можно различными препаратами, сейчас их очень много на рынке. Можно обработать топазом, можно обработать бордоской смесью, другими препаратами, можно даже использовать, к примеру, железный купорос, но тут важно знать пропорции, конечно. Обработки проводятся после листопада. Повторюсь, что сейчас ноябрь, вот листьев уже у нас на крыжовнике нет. Самое оптимальное время сейчас обработать крыжовник профилактически в зимний период от болезни. Хороший способ обработать в осенний период. Здесь у меня примерно вот литр воды, в нем я предварительно растворил медный купорос, и этот объем воды я добавлю в 9 литров чистой воды, который у меня уже налит в опрыскиватель. Вот таким способом можно обработать не только крыжовник, но, допустим, малину, если она у вас сильно болела, либо смородину, ежевику. Также этим способом этим веществом можно обработать розы, виноград, ну и, конечно, другие культуры, которые в летний период часто поражаются болезнями. Обработка растений проводится в сухую безветренную погоду. Желательно, чтобы хотя бы 2 часа после обработки не было дождя. Используйте средства защиты органов дыхания, также защищайте руки перчатками. И обработку куста крыжовника я рекомендую вам начать с нижней части. То есть сначала вы обрабатываете приствольный круг, нижнюю часть побегов. Опрыскивание проводится мелкокапельным разбрызгиванием с нижней части. Все тщательно опрыскивайте и переходите на среднюю часть кроны и дальше верхнюю часть побегов. Также все аккуратно старайтесь, не спеша, чтобы все веточки были обработаны.
Итак, друзья мои, сегодня мы провели 3 важных мероприятия по осеннему уходу за крыжовником. Мы его обрезали, подкормили и обработали от болезней. Растение у нас полностью готово к зиме. Укрывать крыжовник не нужно. Он хорошо переносит морозы вплоть до минус 40 градусов. Отлично зимует как в средней полосе России без укрытия, так и в более северных регионах. Не зря ведь его называют северный виноград. Всем большое спасибо за просмотр. Если это видео вам понравилось, вы можете поставить лайк под видео. Хороших вам урожаев!